Привет! Как понять, что твоя бывшая девушка не вернется уже никогда? Или какова вероятность того, что она все же рано или поздно напишет? Это, пожалуй, одни из самых популярных запросов мужчин в интернете по этой тематике. Почему так? Да потому что сама мысль о том, что моя роднулька больше никогда не вернется и я ее не увижу, сводит мужчин буквально с ума. Да, сейчас я отвечу и на этот вопрос. Но сперва хочу сказать что-то более важное, более фундаментальное, что ли. То, без чего вся эта затея в принципе не имеет смысла. Ведь когда тебе в голову лезут эти вопросы, на самом-то деле ты не понимаешь того, что находишься в очень опасной, коварной ловушке. На самом-то деле ты ищешь любую зацепку, которая даст тебе хоть маленькую вероятность, маленький шанс, хоть 1-2%. И что самое интересное, тебе будет этого достаточно. Ты будешь верить. Вон как оно работает. Так устроен наш мозг. Это то же самое, что с лотереей. Почему миллионы людей в нее играют? Хотя шансы выиграть, давайте будем честны, совсем невелики. Но они есть. И этого достаточно. Расставание. Гормоны счастья, окситоцин и дофамин. Сказали «до свидания», и у тебя начинается ломка, которая и порождает это желание выискивать эту вероятность. И вот этот вот шанс, за который мужчина обычно ухватывается, вызывает желание просто подождать, ничего не делать, выждать время. Ведь находясь в этом состоянии зависимости, ты просто не можешь поверить, что это финал, и роднулька ушла. И на самом-то деле это подавляющая категория мужчин, которые при обращении, находясь, соответственно, в этом состоянии, они просто не способны на решительные действия. Вроде он и говорит, что да, я согласен, да, нужно поступить так, да, ты прав, да, я хочу вернуть. Но, получив конкретное руководство, да, и шаги, которые следует выполнить, вдруг возникают вопросы. Ой, а это не слишком ли радикально? А что, если она обидится? А вот если мы так поступим, а если она кого-то найдет за это время? Понимаешь, да? И вот задавая эти вопросы, ты на самом-то деле разрешаешь себе быть в этом зависимом положении и жить надеждой. Это положение лишает тебя возможности эффективно действовать для того, чтобы ускорить процесс того, что девушка выйдет на связь. Это замкнутый круг. Ведь если подумать, ты находишься в этот момент в некоторой зоне комфорта, в которой ты привык находиться, будучи в паре. Но ведь это же самообман. Интересная мысль. Я очень часто под видео встречаю такие комментарии. А зачем вообще возвращать бывшую девушку? Зачем этим заниматься? И действительно, если задать этому комментатору прямой вопрос, а стал бы ты это делать? Конечно же, ответ – нет, что мне делать, что ли, больше нечего. Но этот же человек, оказавшись в этой ситуации, мыслит уже совсем иначе. Это многократно проверено. К чему это в итоге приводит? Ты не сможешь просто ждать. Обязательно рано или поздно начнется слежка в соцсетях. Звонки по пьяни. И это состояние будет все навязчивее. Обязательно будут срывы. В общем, будет очень плохо. Нередки случаи депрессий, да, когда мужчина обращается уже за медицинской помощью к различным врачам. Так вот, находясь в позиции некого ждуна, я ее так называю, мужчина не может и не хочет трезво понимать, а что такое возврат бывшей девушки на самом деле, что это означает. Он просто хочет как можно скорее, быстрее сгладить этот дефицит. Дайте мне какую-нибудь провокацию, да, чтобы вот лишь бы только отпустила, лишь бы только стало легче. Для него
Первый же СМС от бывшей о том, что я соскучилась, да, всего одно слово, достаточно для того, чтобы просто стереть из памяти то, что было до этого. Он, естественно, ввязывается сразу же в переписку, назначает встречу, а хотя до встречи даже в большинстве случаев не доходит. А что потом? Как правило, 1-2 встречи, максимум неделя, девушка уходит. Ей все понятно. Ведь ты все тот же. И не важно, что ты заработал много денег, не важно, что ты накачался и привел себя в форму, потому что прочитал статью в интернете, что ты должен прокачать себя. Важно другое, что внутренних глубинных изменений на самом-то деле не произошло. Ты как был зависимым, милым мальчиком, который не имеет элементарного самоуважения, да, так ты им остался. Да, на дорогой тачке, в хорошем костюме и напшиканный дорогим одеколоном. Но кого это волнует? И тут мы переходим к другой категории мужчин. И именно к ней я настоятельно рекомендую тебе стремиться. Их существенно меньший процент, конечно же. Но это единственный правильный путь. Именно этот мужчина в тот ключевой момент возвращения бывшей девушки обладает правильным внутренним состоянием. Он его выработал и работал над ним. Он уже способен задавать правильные вопросы. Не вступать сразу в диалог, отвечая на первое же сообщение от бывшей или там смайлик, а прежде всего спрашивает самого себя, а надо ли мне это? Должен ли я вступать в одну и ту же реку дважды? Это все равно, что когда на твоем автомобиле поменяли деталь, которая вышла из строя, в каком-либо автосервисе, и заверили, что деталь именно этого бренда, она хорошая, надежная. Но, поездив немного, она очень быстро выходит из строя, ломается. И вот ты идешь в магазин, смотришь на прилавок, видишь эту самую деталь и думаешь, а зачем я буду ее снова брать, если она также очень быстро придет в негодность? Ведь там на прилавке есть и другие варианты, более качественные и реально надежные. Да, пусть и дороже, но я возьму какую-то из них. Ведь я уже заимел опыт по данному экземпляру, протестировал его, и он показал себя плохо. Так же и с девушкой. Она ушла, разрушила отношения, а я буду с радостью очень быстро ее принимать и давать второй шанс? Какой в этом смысл? И где здесь честность перед самим собой? Да и вообще, нет ли в этом лицемерия с ее стороны? В том, что она вообще мне пишет. Вон какие вопросы здесь уже у нас в голове. Уже радикальное различие. Как нам прийти к этому состоянию и повысить вероятность настоящего выхода бывшей девушки на связь с искренним желанием вернуться? И ты бы понимал, что она реально переосмыслила все. Есть только один разумный путь, друзья. Это как можно скорее адаптироваться к новой реальности. Как можно скорее стать автономным. Что это такое? Это забыть, что есть некие мы. Да? Мы как пара. Нет никакого мы. Есть только ты. Ты один. Ты самостоятельная, самодостаточная единица. Ты должен устранить на корню, обрубить в мыслях буквально любую вероятность того, что бывшая девушка вернется. Любую вероятность. Исключить из своих повседневных действий любые расчеты этой вероятности. Да, высчитывание этих процентов. Неважно, сколько ты их себе нафантазируешь. 1, 2%, 50%, 90%. Неважно. Важно только одно. Как можно скорее выйти из этого режима ожидания, из режима ждуна.
который единственное, что делает, это наносит тебе непоправимый психологический ущерб и только лишь изнашивает твою нервную систему. И вот здесь интересно, когда девушка тебе напишет, велика вероятность, что оно тебе будет уже и не нужно. Это как менеджер в магазине, который впаривает тебе ту самую ненадежную автодеталь со скидкой, а ты про себя смеешься и понимаешь, что она тебе и даром не нужна. Она уже показала себя и снова быстро сломается, несмотря на то, что она так красиво блестит. Но если вдруг ты решишь дать бывшей девушке шанс, то здесь я вижу одни плюсы. Здесь ты уже будешь являться хозяином положения. Даже не понимая всех тонкостей, как и что говорить конкретно, да, меня часто спрашивают, как правильно, каким тоном сказать, или что конкретно сказать. А тебя уже не будет это заботить. Твое внутреннее состояние позволит твоему организму, тебе действовать исключительно правильно. Не имитировать, потому что женщина это обязательно считает, а реально стать главным, стать хозяином. А женщине, в свою очередь, занять слабую позицию. То есть, чем быстрее ты обретешь это ощущение автономности, тем больше вся эта затея по возврату имеет вообще какой-то смысл. Именно поэтому я предпочитаю термин реанимация отношений. Не просто вернуть, а именно стать хозяином своей жизни. Обрести мужской стержень. А бывшая девушка сама уже естественным путем захочет к тебе вернуться. У нее появится это желание. Быть слабой рядом с сильным мужчиной. Исходя из этого, если вот это вот желание подождать, надеяться и верить в тебе все-таки присутствует, но ты это понимаешь и борешься с этим, то ты молодец. Ты честен с собой. Я это уважаю. И ты сам должен себя уважать за это. Отвечая на вопрос, а какова вероятность того, что бывшая девушка вернется? Или какова вероятность, что она не выйдет на связь никогда? Друзья, в ходе моей личной жизни, ориентируясь на свой опыт, в ходе практики моих клиентов, я не знаю таких случаев, не помню, когда бы бывшая не написала, не вышла на связь. А ведь было много случаев, когда ситуации крайне запущены. Крайне. Когда мужчина унижался месяцами, караулил у подъезда, под окнами, да, и так далее. Понятно, что в запущенных ситуациях срок возврата, конечно же, больше. Там, от года и выше. Но это факт. Конечно, у кого-то из вас сейчас может возникнуть резонный вопрос. А если вероятность такая высокая, особенно если мы будем использовать определенные ускоряющие тактики, правильные, да, игнор или дистанцирование, да, зачем вообще что-то делать? Зачем себя ломать? Зачем делать вот эти болезненные, тяжелые шаги, чтобы изменить себя, адаптироваться к этой новой реальности и начать жить заново? То есть шансы не просто какие-то 1-2%, а реально большие, 70-80%. Во-первых, это незавершенный гештальт. Это чувство, когда не поставлена точка. Это будет поедать тебя. Ты будешь долго и мучительно страдать. Но есть другая причина. И на нее я хотел бы акцентировать больше внимания. Она важнее. Это осознание того, а действительно ли это был твой человек, бывшая девушка. Пока твое сознание затуманено, пока ты варишься в этой каше, пока ты находишься в этом зависимом состоянии, ты не можешь объективно этого понимать. Но с трезвой головой ясность картины приходит довольно быстро. Была ли это проблемная барышня, которая не улучшала твою жизнь, а только лишь сосала твою жизненную энергию? Осознание того, что да, и я в какой-то мере всем этим событиям
способствовал. Я был слабым тюфяком, мямлей, у которого нет никаких целей в жизни, и который вместо этого поставил ее на пьедестал своими руками. В позиции, когда ты выжидаешь, ты всего этого не видишь, ты просто слеп. Поэтому, если ты страдаешь, если ты сейчас не можешь ни спать, ни есть, твоя задача не сидеть и надеяться, и ждать от нее каких-то сигналов или пингов. Да, потому что Юрий сказал, что вероятность очень высока. А наоборот, как можно скорее адаптироваться к новой реальности, становиться автономным, ломать свою зону комфорта. Именно это будет являться единственным верным путем, к которому мы должны стремиться. И когда ко мне обращается именно такой мужчина с таким настроем, то результаты наступают гораздо быстрее, гораздо эффективнее, потому что мужчина все это делает уже осознанно и понимает, для чего это ему нужно.